Летом 1944 года Александр Солженицын в переписке с соучастником его подпольной организации Николаем Виткевичем делится тревогой в связи с тем, что письма стали теряться или приходить к нему с большой задержкой. Его терзают смутные сомнения, и в письме от 4 августа он признается: «Наташа пишет, что ты от меня получаешь не больше, чем я от тебя, то есть ничего. Видимо, некто в зеленом коллекционирует нашу переписку. Надо писать проще и сдержанней». Проходит еще какое-то время, и стиль повествования меняется радикально. Вот что он пишет своему другу Николаю Виткевичу 11 ноября 1944 года. «Дорогой Николай, ну почему может не дойти такое элементарное письмо? Пишу тебе как в стенку полгода. На 30 отосланных писем получил в ответ только одно. Какая блядь перехватывает или теряет наши письма? Если это письмо не дойдет, буду жаловаться в наркомпочтель. Герой Советского Союза, герой социалистического труда, лауреат всесоюзных и международных конкурсов скрипачей Иосиф Исаевич Солженицын. Неужели и это не дойдет? Крепко тебя целую, твой Ксандр». Постскриптум. На досуге растолкуй мне термин «советская революция». На обратной стороне письма стоит стандартная печать, проверена военной цензурой. Это письмо дошло. Письмо Виткевич сохранил, как и десятки писем от Солженицына, 78 листов. Позже оно было приобщено к следственному делу, которое было начато после его ареста 22 апреля 1945 года. Это опись из дела Виткевича. Письма, открытки, почти 150 страниц одной только корреспонденции. А с какой целью было столько написано? Среди версий, касающихся солженицынского ареста, доминирует одна – самопосадка. Типа не хотел погибнуть, поэтому предпочел вести переписку, прочитав которую СМЕРШ должен был его арестовать, а судебные органы отправить на отсидку в лагерь. Я, признаться, тоже довольно долго считал эту версию единственно верной. Не может быть, чтобы взрослый человек, офицер, не понимал, что письма с фронта читаются. А значит, логично было предположить, что это своего рода дезертирство. Самооговор. Юрий Панков считает, что верить в это может только тот, кто наивно полагает, что в контрразведке работали дураки, а осуждение по 58-й статье было чем-то вроде приговора современному коррупционеру, который рассчитывает на наказание в виде пары лет под домашним арестом с последующим условно-досрочным. Офицер действующей армии, 3 года последовательно занимавшийся созданием подпольной организации, вовлекая в обсуждение ее программы все новых единомышленников, рисковал намного большим, чем командировка в исправительно-трудовой лагерь. По статье 58.10 Солженицыну за пропаганду или агитацию, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти в военной обстановке, вполне могли присудить расстрел. Такая самопосадка его бы вряд ли устроила. Было время, я стоял один против коммунистического режима, просто один на один. Понимаете? И устоял. Если помните, в предыдущем выпуске мы говорили о том, как Солженицын вообще пришел к мысли о создании антисоветской организации. Причиной — это классовая ненависть и обида на то, что советские журналы и издательства не желают печатать его и его товарищей стихи и рассказы. Из протокола допроса от 24 апреля 1945 года. Осенью 1944, после того, как была отвергнута каким-то московским издательским органом его пьеса «Борьба Поляковых», Симонян в письме ко мне выразил полное согласие с моей антисоветской точкой зрения, что у нас якобы нет подлинно демократической свободы слова и не будет ее после войны. Симонян выдвигал план замкнуться в узкую литературную группу и прекратить всякие попытки печататься. Я написал Симоняну, что его план не имеет смысла, что среди советских литераторов, по моему мнению, должны существовать наши единомышленники, и наша задача разыскать их с тем, чтобы оформиться вместе с ними в литературное течение на базе антисоветских воззрений. Другими словами, будущий автор «Архипелага» старался представить картину своего преступления как благородное стремление к преобразованию прекрасной советской литературы в еще более прекрасную. А под организацией, как он будет объяснять потом, имелась в виду не контрреволюционная группа, как считает следствие, а прогрессивный процесс, созидательная деятельность. Почти как у Ленина в статье «Партийная организация и партийная литература». Ссылка на эту ленинскую работу была излюбленным козырем Солженицына в резолюции, в письмах и позже на допросах.
Но это ему не помогло. 22 апреля 1945 года недалеко от Берлина управление контрразведки СМЕРШ Первого Белорусского фронта арестовало помощника начальника химической службы 41-й стрелковой дивизии члена ВКПБ капитана Николая Виткевича. На первом же допросе он заявил: «Я вместе со своим единомышленником Солженицыным Александром, встретившись на фронте в конце декабря 1943 года и в первых числах 1944 года, после обсуждения внутриполитического состояния страны, пришли к единому убеждению в необходимости ведения активной борьбы с тем, чтобы добиться коренного изменения политики советского правительства, проводимой внутри страны и в частности в вопросах идеологии. Тогда же я и Солженицын разработали первые наброски программы и установок, которую назвали «Резолюция номер 1», подписанный текст которой изъят у меня при обыске. Не вдаваясь в детали антисоветчины, которую распространял Солженицын на фронте в годы войны, этому можно посвятить отдельный выпуск, приведем небольшой фрагмент основного документа, который он рассылал по почте с одного фронта на другой, передавал на словах, тиражировал на своей пишущей машинке, поручал печатать своим ординарцам. Да, тут стоит обратить внимание на то, что Солженицын, отдавая себе отчет в серьезности своих деяний, не гнушался натуральным образом подставлять под удар совершенно непричастных людей и не стеснялся с хохотом рассказывать об этом много лет спустя. Вот вы берете, первый раз это дело смотрите, да? В общем, снимать не надо. Да. Вы берете, Это первый себя. раз смотрите, да? Так. Вот вы видите, каким почерком написано, да? Ага. Это первый раздел. Вот таким почерком. Вот. Первый раздел, да? А потом второй раздел. Да. Ну, по-моему, слепому видно, что это другой почерк. Конечно. 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 Но их, значит, они на Лубянке проводят графологическую экспертизу. Ага. Высочайшая экспертиза Центральной Лубянки. Но они имеют задачу, чтобы я не увернулся, доказать, что это все мой почерк. И чтобы это доказать, они доказывают, я читал потом. Абсолютно разные. Ну, так абсолютно. Ну, конечно. А я просто-напросто менее опасный раздел дал своему сержанту, доверенному. И говорю, перепиши вот это вот мне. Он переписал. Грамотно, сержант, Да хорошо, он- так, четко. Нет, это я. А вот это, Нет, да? вот это он, сержант. Ага. Вот он написал мне первым. А я потом писал дальше. Так им бы, дуракам, сказать, нет, это почерки разные. И началось бы следствие. А А чем? чей этот почерк? Да. А кто его писал? Они вместо этого доказали мне, я прямо чуть не со смеху помер, когда уже подписывал 206-ю, читаю большое доказательство, что это все одним почерком написано. Итак, основной документ. Это та самая резолюция номер 1, которую Солженицын и Виткевич обсуждали ежемесячно, встречаясь в 1943 году, и которую они написали в сжатом виде к январю 1944. И мы с ним составили резолюцию номер 1. Как бы создали партию. Вдвоем, он и я. Резолюция номер 1. И вот даты стоят. 2 января 1944 года. И вот мы сформулировали нашу с ним вдвоем резолюцию номер 1. Тут идет описание того, каково наше общество, что это вообще феодализм, там 5-е, 10-е. Мы к этому времени Сталина не ставили уже ни во что. Но в Ленина верили. И в социализм верили. В 1944 году. Ну, да, но мы даже раньше уже, ну, в общем, всю войну мы уже Сталина просто ни во что считали. И вот конец резолюции номер 1. Определение момента, значит, наша задача такая, определение момента перехода к действию и нанесение решительного удара по послевоенной реакционной идеологической надстройке. Эти слова Солженицына правда. Есть документальное подтверждение. Вот показания Виткевича 5 мая 1945 года на допросе, копию протокола которого Юрий Панков получил в Ростовском областном архиве ФСБ. В заключительной части данной резолюции нами было указано буквально следующее. Нашими задачами являются определение момента перехода к нанесению решительного удара по послевоенной реакционной надстройке в идеологии. Выполнение этих задач невозможно без организации. Следует выяснить, с кем и когда нужно найти общий язык. Выполнение этих задач невозможно без организации, подчеркнуто. Без организации. Следует выяснить, с кем из активных строителей социализма, как и когда найти общий язык. Таким образом, я и Солженицын действительно намеревались стать инициаторами создания контрреволюционной троцкистской организации, и некоторые конкретные шаги в этом направлении нами уже были предприняты. Вопрос: в чем состоит ваша практическая деятельность для создания названной организации? Ответ: лично мной ничего конкретного не сделано, за исключением того, что в личной переписке с Солженицыным мы обсуждали план наших действий в послевоенный период, которым предусматривалось по окончании
военных действий, что мы должны были остановиться на жительство в одном из столичных городов, в частности в Москве или Ленинграде, где надеялись в кругах литераторов и студенческих масс найти себе единомышленников. О политической деятельности Солженицына в деле создания организации последний мне в письмах писал, что он в апреле 1944 года, будучи проездом в Москве, встретился с нашими общими друзьями по университету Симонян и Ежерец, которых ознакомил с содержанием резолюции номер 1, или как он ее еще называет, Днепровская программа, и провел среди них популярную разъяснительную работу по этому вопросу. Как отнеслись указанные лица к данной резолюции и его пропаганде, я сказать не могу, так как по этому вопросу мне Солженицын ничего не писал. Мне также известно, что Солженицын ознакомил с содержанием резолюции свою жену Решетовскую Наталью. Вот, собственно, фрагмент резолюции. Задачи. Первое. Энергичная деятельность на государственной службе. Второе. Глубокое, полное и многостороннее изучение и раскрытие истории и экономики социалистического общества с 1917 года во всех производственных, политических, военных и идеологических, литературных особенно проявлениях. Составление картины настоящего, отыскание предпосылок на будущее. Третье. Определение момента перехода к действию и нанесение решительного удара по послевоенной реакционной идеологической надстройки. Выполнение этих задач невозможно без организации. Следует выяснить, с кем из активных строителей социализма, как и когда найти общий язык. Таким образом, политическое и жизненное будущее, каким оно виделось Солженицыну и его единомышленникам, вовсе не учитывала вероятность посадки. Из писем Виткевичу, написанных в начале февраля 1944 года. Долго думал, зубрить ли латынь. Сомневался, ибо если убьют, то даром зубрил. Но потом трезво подумал, нельзя же 24 часа в сутки создавать только позитивные материальные ценности, рассказы и так далее, которые живут и без меня. Ведь вся наша зубрежка и вся наша жизнь исходит из предположения, что мы останемся живы. Мы живем, черт возьми, чтобы жить, а не чтобы умереть. Далее там рассуждение о том, что латынь – это единственный вид зубрежки, который есть сразу готовый предмет МГУ во всем его объеме. Как ни парадоксально, но это самая практическая из зубрежек. При первом же заезде в Москву можно с налету сдать предмет за 3 курса. Нет, этот человек сидеть не собирался, и явно не для этого написал столько писем. Мы живем, черт возьми, чтобы жить, а не чтобы умереть. К началу осени 45-го вся эта казенная обстановка становится невмоготу. Саня хочет домой. Из письма фронтовика Солженицына Решетовской от 29 августа 1944 года. Сплю по 9 часов в сутки. Если ночь не посплю, досыпаю свою норму днем. Решительно ничем, кроме боевой работы, не занимаюсь. Газеты, сводки, письма, запись впечатлений и, так сказать, упражнения в немецком языке. Это занимает далеко не все безалаберно свободное время, но полная неопределенность и нераспоряженность собой приводит к тому, что тоскливо дни влачу свои. Но это момент слабости. В действительности же Солженицын ведет себя последовательно и даже нагло. В начале этого выпуска я цитировал письмо номер 52 от 11 ноября, подписанное именем Иосифа Исаевича Солженицына. А вот что он пишет Виткевичу уже на следующий день в письме номер 53 от 12 ноября того же 44 года. «Николай, дорогой мой, только вчера послал письмо, якобы тебе, а на самом деле цензурихе, запугать ее и отбить охоту перехватывать наши письма. А сегодня получил, наконец, письмо от тебя после 3-месячного перерыва в получении и 4-месячного перерыва в написании». То есть он вполне отдавал себе отчет, знал, что письма читаются, садиться в тюрьму не собирался и в самом деле верил, что обманывает военную цензуру и что может без всяких последствий открыто писать об этом другу. Наталья Светлова, жена Солженицына по его 3-му браку, убеждена, что интерес СМЕРШа к переписке был обусловлен тем, что политическими контролерами были женщины, которые просто хотели пофлиртовать с офицерами. Особенно если в конвертах были фотографии, которые бойцы слали домой. И без этого, по их письмам, которые с Виткевичем они переписывали, было вот так его посадить. Он всегда говорил, меня посадить справедливо, в том смысле, что, так сказать, они думали, что это не попадает под цензуру, там особо Хотя, смешная конечно, очень... офицеры должны знать, что контрразведка. Смешная была история, с этим была очень военная цензура. Очень была смешная история, он ее, по-моему, как раз сквозь чат или где-то описывает, а может быть, в еще не опубликованных воспоминаниях. Был среди них тоже такой тогда лейтенант, и они были лейтенанты, такой, значит, парень разухабистый, который, значит, эти девочки, которые сидели на цензуре, они довольно часто вынимали фотографии.
человек посылает письмо с фотографией. Если им нравится фотография, или не вынимали, но все равно клали глаз, что называется. И вот он получает такое письмо из цензуры от вот девицы, которая сидит там, значит, получает такое письмо, что вы знаете, вы вот меня простите, но я просто вот, я проверял ваше письмо, и там, ну так вы мне понравились, что вы уж меня извините, я эту фотографию вынул и просто не смогла. Письмо-то я отослала, но фотография уж так мне понравилась. И я вижу, вы совсем близко от нас, вы совсем близко от нас стоите. Приезжайте, познакомимся. Ну, парень, конечно, поехал, но кто бы не поехал, война, без женщин живут люди, значит, поехал. Возвращается и говорит: ребята, вы бы знали, что это за, так сказать, ну, малина просто. Какая там цензура, кто там что проверяет. Сидят девки, там все друг друга эти письма вслух читают. Ну, когда любовные, конечно, там письма маме никто не читает. Ничего вообще не проверяют, ничего их интересует. Если видят, что нету фотографий ни жене или ни девушки, так вообще не читают. Полная лажа. Никакой цензуры. И они как-то, то есть вот как-то они в это поверили. Ошибся, оказалось, что нет. Ну, серьезно ошибся. Другими словами, Солженицынская вдова пытается представить цензуру времен войны как некую похабную соцсеть или сайт знакомств, где все со всеми кадрились, искали возможность флиртануть, склеить, снять или сняться. Да и сам Александр Исаевич был такого же мнения о девках из цензуры. Один мой командир взвода, такой мелкий эпизод, послал своей невесте фотографию. И вдруг получает письмо из цензуры. Ваша фотография мне так понравилась, я ее беру себе и очень бы хотела с вами познакомиться. Он говорит: можно я съезжу, товарищ капитан? Я говорю: ну съезжайте. Он поехал, виделся с этой девкой, а потом приезжает и говорит: ну это комедия, цензура это вообще комедия. Сидят 20 девок, им нужно выработать сколько-то единиц в день. И они стараются открытки проверять, а письма не проверять. А большие письма просто выбрасывают, чтобы не считать, с ними не возиться. Ну, я думаю, ну если так устроена цензура, так мы можем смело писать. А ничего подобного. О том, что капитан батареи звуковой разведки Солженицын, находясь на большом удалении от линии фронта, по меркам военного времени жил просто роскошно, написано немало. Чаще всего вспоминают о том, что к нему даже приезжала жена на побывку и жила с ним какое-то время. Вот совместная фотосессия на природе. Причем Решетовская пишет, что уезжая, она же приехала по поддельным документам, она пишет, что однажды ночью мне постучались в окно, я открыла дверь, там был посыльный от Солженицына, он принес мне гимнастерку, военную форму и документы поддельные, такие, как будто я служу. И она поехала по этим поддельным документам в секретную часть. И что, вот прям реально вот выдал форму и... Да, он ей привез всю эту амуницию, она приехала к нему на фронт весной 1944 года, и она рассказывает, как мы учились, как там шла пьянка-гулянка, как она выпивала и ела жареную картошку с офицерами, как они учились, он учил ее стрелять по бутылкам. Это сразу вспоминается, вот откуда Никита Михалков вот это вот дерьмо вытащил про то, как брать силами штрафников какую-то укрепрайон. Нет, там все это... Это было на самом деле. Если поискать, то дерьмо можно найти. И вот Солженицын и был таким дерьмом. А вот из письма Виткевичу. Мы хоть не на отдыхе, но тоже фактически отдыхаем. С сегодняшнего дня я пытаюсь работать по распорядку дня. С 10:30 до 12 Маркс, промывка мозгов, с 12 до 17 писать, с 18:30 до 21 Маркс, с 21 до 23:15 писать, с 24:00 до 1:30 латынь. Правильное чередование занятий – это все, сэр. И никакого намека на самопосадку. 4 года подряд, 4 года армия шла по минным полям, под пулеметным обстрелом, на колючую проволоку, под бомбежкой сверху, под артиллерийскими и минными разрывами, через переправы, пожары, на плацдармы, и удерживала эти плацдармы. В цветущем Советском Союзе положили 30 миллионов на фронте, там, где не надо было класть. Разминировали пехотинцами, разминировали минные поля. Любой ценой. Вот был сталинский лозунг. Жуков потратил 1 миллион лишний
взять Берлин так, как ему хотелось. Можно было не брать, и война уже была кончена. Не сама посадка, не дезертирство, не безобидная критика действий Сталина, как пытались нам представить все эти годы придворные журналисты, публицисты, писатели, да и сами Солженицыны. Но тщательная подготовка намеренного, спланированного, обдуманного удара по идеологии. Тогда все пошло не по плану, но Солженицын, как и мечтал, все-таки примет активнейшее участие в нанесении этого удара. Удар этот будет чудовищной силой, и последствия его сравнимы с последствиями войны. Удар приведет советское общество к катастрофе. Все, что происходит сегодня, весь мрак и ужас, в который погружается постсоветское пространство, и в первую очередь Россия, это последствия этого удара. Пока же на исходе войны отлично сработали оперативники СМЕРШа, сумев в обширной фронтовой корреспонденции среди сотен тысяч писем обнаружить пока еще неопытного, можно сказать, зеленого, плохо замаскированного, но хорошо мотивированного и убежденного врага. На этом сегодня все. Подписывайтесь на Телеграм плохого сигнала, переходите на Бусти. Скоро увидимся. До свидания. Это неправда, что бытие определяет сознание. Бытие определяет сознание только для слабых людей. Для сильных людей сознание определяет бытие. Дух наш определяет, и мы перебарываем трудные обстоятельства.